Всем йоу, с вами Леха. И я сейчас нахожусь в Аргентине, а именно в Кордобе. И я подумал, что это прекрасное место и неплохое время для того, чтобы записать видос о плюсах и минусах Аргентины. В этом видосе не будет тех очевидных плюсов, про которые рассказывают все другие блогеры. В этом видео не будет таких же минусов. Я какое-то время потратил на то, чтобы собрать, заметить, пронаблюдать за всеми этими минусами и плюсами, которые я хочу вам показать, хочу ими с вами поделиться, и надеюсь, что они каким-то образом помогут вам понять больше про Аргентину, понять, готовы ли вы мириться с этими плюсами и минусами или нет, ну и все такое прочее. Итак, начнем. Давайте начнем с минусов. И первый минус в моем списке – это люди, которые звонят в домофон. Вот я жил в Аргентине в 3 разных районах, которые довольно далеко друг от друга находятся, и везде это было. То есть ты сидишь дома или не сидишь дома, это не важно. Люди просто звонят тебе в домофон. Сначала я отвечал им. Ну, понятно, что у меня испанский не такой хороший, я отвечал им всякую фигню, я не понимал, чего они хотят. Потом я понял, что это бедные люди, это бездомные, возможно, и чего-то они от меня настойчиво хотят. Потом я подумал, что нет смысла никакого отвечать, потому что они звонят по всем квартирам. То есть я сижу дома, и я слышу, что в соседней квартире также звучит домофон. Ну и я перестал это делать, но тем не менее это не очень приятно, потому что они не выбирают, когда звонить. Бывает поздно вечером звонят, бывает рано утром. Ну камон, я спать хочу, например. Что вы звоните? И это происходит в разных районах. В микроцентре это было почаще, в Альмагро это пореже, но тем не менее. И я поспрашивал у местных, что это вообще такое. Мне сказали, что да, это бездомные, они просят обычно то ли одежду, иногда одежду какую-нибудь, иногда еще какие-нибудь вещи, может быть, деньги, еду, вот, что-то в этом роде. И они сказали, что, ну, лучше не связываться с этим всем. Вот, это такой довольно существенный минус. Я не знаю, случалось ли это только со мной или, может быть, с вами тоже. Второй минус. Он одновременно плюс и одновременно минус. В Буэнос-Айресе прекрасная транспортная система, но она сделана немного странно, потому что, вот, например, днем очень много автобусов по всем маршрутам. Автобусы могут идти друг за другом, 3-4 автобуса одинаковых, просто один за другим. И они все пустые. Но если ты едешь куда-нибудь вечером, тебе нужно вечером куда-то уехать, отправиться, то ты можешь ждать того же самого автобуса довольно долго. А если он приедет, то он будет заполненный с высокой вероятностью, а еще может вообще не остановиться. То есть ты ждешь много времени и не уезжаешь никуда, жди нового автобуса. А время позднее, надо бы как бы уехать уже, такси сложно поймать, ну и так далее. Третий минус. Ну, для кого-то минус, а для кого-то и не минус. В Аргентине довольно сложно найти обувь на размеры больше 43-го, 44-го. Например, на мой 46-й сложно найти новую обувь, сложно найти БУ обувь, неважно. Все-таки ноги аргентинских мужчин поменьше, чем мои в основном. Следующее. Отключение электричества. Прекрасный парк, это все звучат эти попугаи. Страна с ядерной энергетикой. У Аргентины есть ядерные электростанции. И вот, например, лето 2022-2023 года выдалось самым жарким официально летом в истории Аргентины, за всю историю наблюдений. И что случилось этим летом? А этим летом ядерная станция, самая большая, атомная электростанция в Аргентине, отключилась из-за жары. И что произошло? Во многих городах, в том числе в столице, в Буэнос-Айресе, отключилось электричество на довольно долгий срок, на довольно долгое время. И вместе с электричеством отключилась и вода, потому что насосы тоже питаются от электричества. И это не сказать, что очень хорошо.
я бы даже сказал плохо, потому что супер жаркое лето, хотелось бы, чтобы работал кондиционер дома, электричества нет, и это мне повезло, потому что я жил в микроцентре, и там сразу же пригнали генератор, перекрыли дорогу, поставили такой здоровенный генератор размером, наверное, вот с вот это здание, такое как прицеп фуры, и он шумел на весь район и обеспечивал электричеством. У меня несколько знакомых, кто сидел довольно долгое время без воды и без электричества, и это, конечно, странно в столице страны с ядерной энергетикой, на мой взгляд. Инфляция. Ну, насчет инфляции все говорят. Я бы хотел только добавить то, что инфляция сама по себе не так страшна для нас, для тех, кто переехал сюда, потому что заработок чаще всего у таких экспатов, как мы, зарубежный. Но проблема инфляции в том, что она порождает небезопасность на улицах. Соответственно, люди беднеют, им нужно как-то добывать деньги себе на пропитание, на одежду, на житье, в конце концов. И они с большей вероятностью будут идти на преступления какие-то, против вас в том числе. Потому что у вас есть деньги, а у них нет. Смотрите, какая здесь рыбка. Еще один минус – очереди. Как же меня просто дичайше бесит очереди в супермаркетах, очереди на почте, очереди вообще где бы то ни было. Везде в Аргентине очереди. И ладно бы только очереди, но это понятно, как решить вопрос очередей, например, в супермаркетах. В чем проблема? Не в том, что очень много людей делают много покупок. Хотя это, конечно, тоже, особенно там перед выходными или еще когда-то. Но проблема большая в том, что если ты хочешь оплатить кредитной картой, дебетовой картой, неважно, банковской картой, ты должен показать свой документ. Обязательно паспорт, либо ДНИ. У местных это ДНИ, это как ID-карта такая. И без него чаще всего в больших магазинах тебе не дадут оплатить картой. Что происходит дальше? Ты говоришь, я хочу оплатить картой. Эта женщина, кассирша, берет твой документ, вводит куда-то его данные, потом это все долго обрабатывается. Ну и, коротко говоря, суть такова, что оплатить кэшем быстрее, чем оплачивать картой в Аргентине. Хотя, конечно же, оплачивать картой, особенно которая прикладывается, PayPass, да, ну, быстрее, проще, чем кэшем. То есть они извратили, на мой взгляд, систему оплаты картой, потому что оплата картой не только для большей безопасности, да, используется. У вас никто не может деньги украсть, украдут карту, ну, ее можно заблокировать. А для экономии времени ты просто приложил и пошел дальше. Нет, здесь такого нет. Apple Pay, не слышали? Прикладывать карту, да, в заведениях можно, но вот в магазинах очереди копятся в основном из-за этого. Однажды я пришел в гипермаркет местный, и у меня была карта, но у меня не было с собой документа, у меня была копия. Потому что я стараюсь здесь паспорт с собой не носить, потому что если потеряешь, то или украдут, ну и что делать дальше? Фиг восстановишь. И мне сказали, нет, дорогой, ты не можешь оплатить картой, потому что нельзя. Потому что нельзя. Нужен документ, оригинал, фото не подходит. Ну и я такой, и что мне делать? Они сказали, что хочешь делать? Либо кэшем плати сейчас, либо выгружай и уходи. Вот. Было грустно, конечно, я наскреб там немного кэша, пришлось кучу всего выложить из корзины. На мой взгляд, это странно. Они, возможно, хотят как-то себя обезопасить там с этими картами, еще что-то. Но это странно, это странно. Еще минус, а для кого-то и плюс, в Аргентине практически нет пластиковых пакетов. Наверное, меня сейчас все закидают камнями просто как супер-мега неосознанного не-эко-активиста, но я обожаю пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты – это просто какая-то манна небесная, это прекрасное изобретение человечества. Дай бог здоровья на этом или на том свете тем, кто изобрел пластик и его внедрил всячески, потому что вокруг многие вещи, которые долговечные, которые эргономичные, которые хорошо использовать, они все пластиковые.
А здесь бумажные пакеты, например. Ну, в бумажном пакете что-нибудь потекло, он даже не бумажный, он такой синтетический. Здесь невозможно в больших гипермаркетах купить пластиковые пакеты, их просто нет. Есть синтетические какие-то пакеты, даже не бумажные. И это, конечно, совсем неудобно, на мой взгляд. Опять же, я говорю за себя. Это крайне неудобно, потому что если что-то у тебя потечет, то все, ты не можешь его внести в руках, потому что возьмешь в руках, вот моя белая такая прекрасная кофта, или не белая, неважно, вся запачкается. И это не прикольно. Кроме того, они рвутся, ну и они какие-то более объемные. Мне, в общем, совсем не нравятся пакеты, которые здесь есть. И я обожаю, когда я иду в какую-нибудь фруктовую лавку, и мне там продавец или продавщица к моим покупкам прикладывает пластиковый пакет. Но это все будут небольшие пакеты, к сожалению. Видимо, здесь борются как-то за экологию. Хотя, я не знаю, такая синтетика разве более экологичная, чем пластик? Ну и последний такой неочевидный минус – это то, что здесь, в Аргентине, в туалетах в половине случаев точно, а чаще и больше, двери не закрываются. Что-что? Да, двери в туалетах не закрываются. То ли тут люди не стыдятся друг друга, то ли в этом есть какой-то, опять же, элемент безопасности, то ли еще почему-то, я так и не понял. Но вы можете прийти в хорошее кафе, пойти в туалет и не иметь возможность закрыть. Там просто не будет щеколды, не будет замка. И это довольно часто в разных местах здесь, в хороших местах, в плохих местах, в музеях, в кафешках, где угодно. То есть попасть на незакрывающийся туалет проще простого. И, видимо, здесь это никого не парит. Для кого-то минус, опять же, а для кого-то и плюс может быть, что туалет не закрывается. Для меня вот минус. Теперь давайте перейдем к плюсам. Из плюсов я отметил одностороннее движение. Почти везде, по крайней мере во всех там, я был больше, чем в 5 городах разных в Аргентине, везде улицы с односторонним движением в 80% случаев. Это очень удобно, потому что это не только уменьшает пробки, привет, Питер, в котором тоже ради уменьшения пробок сделали в некоторых местах одностороннее движение, но и это удобно, потому что тебе не нужно вертеть башкой туда-сюда, обратно, когда ты переходишь дорогу. Ты знаешь, что дорога в одном направлении, ты не ожидаешь машин с другого. Да, конечно, для своей безопасности стоит повернуть голову и в другую сторону, но тем не менее вы будете понимать, что, по крайней мере, машина оттуда не поедет. Оттуда может ехать кто-то на велосипеде, может быть, иногда на байке, хотя здесь, соблюдают правила дорожного движения. Вот, но в этом плане это плюс, я считаю. Люди. Конечно, приветливые и дружелюбные люди – это сущая правда в Аргентине. У меня практически не было негативного какого-то опыта общения с аргентинцами. Да, может быть, они на улицах не так много улыбаются, хотя все равно улыбаются, но для меня это никакой не минус. Прекрасные люди в большинстве своем. Да, к сожалению, им выпала такая судьба жить в стране с экономической ситуацией негативной в данное время. Сложно сказать, что мне их жалко. Жалость все-таки это не очень хорошее чувство, на мой взгляд, но я считаю, что аргентинцы достойны большего. Вот как народ, они достойны жить, на мой взгляд, в более хороших условиях, с хорошими зарплатами, потому что люди хорошие, правда. И остатки былой роскоши по Аргентине то здесь, то там есть, и в Буэнос-Айресе их много, этих остатков. Архитектура прекрасная. Поэтому я очень, правда, желаю аргентинцам, чтобы все стало лучше в их жизнях, в их жизни, в ближайшее время, может быть, после выборов, может быть, еще когда-то. Но для нас, для приезжих, это, конечно же, плюс, что аргентинцы хорошие люди и вежливые, улыбчивые в общении между собой. Я имею в виду приличном общении. Это приятно. Инфляция. Неожиданно в плюсах инфляция. Почему? Потому что, как я сказал, для нас, для тех, кто приехал, для иммигрантов, для экспатов, для туристов, неважно, инфляция – это плюс, потому что если у вас доход не в местной валюте, не в местном аргентинском песо, то
вы можете обменивать деньги по все более высокому курсу. Курс действительно песо падает, курс там доллара или рубля к песо довольно высок, и он вырастает периодически, и цены не успевают за увеличением, за ростом этого курса, поэтому цены там переписывают, допустим, раз в неделю, может быть, раз в 2 недели, ну, везде по-разному. В транспорте вообще там довольно редко поднимают. А курс-то растет каждый день, и поэтому вы можете вот на таких моментах скачкообразных роста курса просто тратить деньги в меньшем количестве, получать те же самые услуги. И да, я понимаю, что это очень плохо. Такая инфляция — это невероятно плохо для местных, для аргентинцев, но для приезжих это плюс. Давайте быть честными, это действительно так. Да и для аргентинцев, у которых доход в долларах, например, это тоже плюс. Потому что они не зависят от вот этой вот всего вот этого падения песо. Я знаю таких аргентинцев. Это не то чтобы очень частое явление, но есть люди, у которых доход в неместной валюте, в долларах, которые работают на Америку, например, удаленно. И им живется хорошо, поверьте мне. Ну и еще, как один такой большой неочевидный плюс, заключается в том, что в Аргентине супер, мега, очень невероятно быстрый интернет. Вот чего-чего, а этого я совсем никак не ожидал. И это я заметил и в первом жилье, и во втором жилье, в котором я жил, и сейчас в третьем. И везде по стране катаешься, везде интернет просто летает. Ну, Wi-Fi я просто никогда не видел таких цифр, как в Аргентине. Может быть, в каком-нибудь Дубае интернет такой же быстрый, может быть, даже еще быстрее, но в Аргентине, ну, просто 300 мегабит в секунду выдает Wi-Fi. При этом тариф стоит копейки, ну, там 500 рублей в месяц, 400 рублей в месяц. Извините меня, в какой-нибудь Португалии, которая не самая дорогая страна Европы, интернет намного дороже. Намного просто дороже. Я там жил, я примерно помню цены. Ну, там за 20 евро в месяц можно найти какой-нибудь тариф, но, скорее всего, он будет довольно медленный, с какими-нибудь лагами, с постоянными отлетаниями, вылетаниями, как у нас это было. Это, конечно, неприятно. В Аргентине это очень быстро, дешево, везде. Широкополосный интернет, это круто. Это несомненный плюс, потому что вот чтобы загружать такие видео, как я делаю, или чтобы вам работать с да чем угодно. Просто интернет в наше время очень нужен, а здесь его можно получить в очень хорошем качестве, за очень хорошие деньги, без всяких дурацких блокировок VPN-ов, инстаграмов, всяких других ресурсов. Просто вам дают пользоваться интернетом. Вы за это платите абсолютно вменяемые деньги и, в общем-то, кайфуете. Я отдаю себе отчет в том, что это далеко не все минусы, тем более далеко не все плюсы, но в этом видео я постарался вам рассказать то, чего другие блогеры не рассказывают. Я ни у кого не видел вот таких вещей, про которые я сейчас рассказал, кроме, может быть, инфляции и дружелюбных людей. Вот. Но все остальное вы можете посмотреть у других. А это вот такие вот подробности. Не мелочи, а детали, я бы сказал. Потому что наша жизнь состоит из таких вот мелочей, да, говорят, из деталей. И поэтому мне кажется важным обращать внимание на это и знать, и учитывать. Может быть, для кого-то какая-то из этих вещей, плюсов или минусов, это просто неприемлемая вещь. Вот, поэтому вы будете знать. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Хотите, ставьте лайк, хотите, не ставьте лайк. Приезжайте в Аргентину, не приезжайте в Аргентину, решать вам. А я просто рассказываю свое мнение. Пока.